Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно того, что же у нас будет происходить дальше в сюжете в Elite Dangerous, потому что есть очень тревожные звоночки. Обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, и если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали. Все, что сказано будет в этом видео, это будут мои мысли, мои размышления, которые к чему-то нас, собственно, приведут. И посмотрим потом, получится так, как я говорил, либо как-то по-другому. И да, для того, чтобы вы въехали в суть происходящего, потому что, возможно, вы в игре не были долго, давайте-ка небольшое предисловие. То, что у нас было, скажем, относительно недавно. Летом 2022 года в системе HIP 22460 свозилось довольно большое количество артефактов стражи для последующей постройки супероружия от Salvation. И оно было построено и было запущено, и вот что, собственно, из этого вышло. Proteus wave has been successfully deployed. Analyzing Thargoid vessels. No life signs. And the rest of the Thargoid fleet? Similar reports from across the system. They're shutting down. We finally did it. I'm picking up an energy surge near... No, from the Proteus wave site. Thargoid markers, but amplified past anything I Shut see. the weapon down! No! I've been established... И как вы понимаете, все эти месяцы, когда мы это дело возили, пока обороняли данную систему от Таргоидов, все просто пошло прахом, и данное устройство заработало не так, как планировалось. И в итоге саму эту штуку, которая сейчас там находится, забыли. Забыли примерно на август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Почти на 8 месяцев. И ни слуху, ни духу. И примерно столько же времени, плюс-минус, скорее, минус 1 месяц, нам известно о неопознанной реликвии, которая делается у нас в наземной базе Таргоидов, которая, судя по всему, не является наземной базой. Мы отвезли их профессору Шмайле Палину и профессору Рэмта. Они это дело обнюхивают вот все это время. И никаких новостей касательно этого не было. Тоже забили. После чего с внешних частей галактики к нам начали лететь неопознанные таргоидские сигналы, которые мы называли таргоидами. Превратились они по прилету уже в таргоидские вихри в размере 8 штук. И уже свыше 1000 систем у нас с таргоидами. Туманность Калифорния, когда таргоиды летели в сторону пузыря, некоторые из них летели рядом с этой туманностью. И после чего были атакованы населенные системы там. И все разнесли в пух и прах. Но примерно в то же самое время, когда это происходило, на другой стороне пузыря, в туманности угольный мешок, таргоиды тоже появились. И что самое интересное, они не вели себя так, как вели те таргоиды, которые летели вместе с неизвестным таргоидским сигналом, со старгоидом, таргоидским вихрем, суть вы поняли. Этот сюжетный поворот мы тоже, скорее всего, потеряли. Потому что ничего нового не было известно с того момента, как это произошло. Вот так вот. Много чего интересного в итоге у нас не прижилось. По вине фронтиров, не знаю. Возможно, это будет у нас дальше, но даже тот же самый проект Серов, который был уже очень-очень давно. Тот самый проект, который курировал Salvation. И где людей подключали к таргоидским кораблям, чтобы люди научились ими управлять. И лишь один человек только выжил. Подопытная D2. И с ней вроде выходили какие-то новости в Галнете, но пока ничего не ясно. Она исчезла. Снова. Также фронтиры нам дали уже антикоррозийные отводы, которые позволяют нам находиться гораздо дольше, нежели раньше в таргоидских вихрях. Также нам, можно сказать, очень прямо намекают. Следующая цель Aegis — изучение энергетических импульсов огромной мощи, которые мешают нам добраться до внутренних регионов вихрей. И на кой-то черт им потребовались данные аммиачных миров, не совсем понимая, если честно, зачем.
И не могу, конечно же, обойти данную тему стороной. На предыдущих стримах Frameshift Live, где комьюнити, менеджеры, разработчики общаются, конечно же, с нами, игроками. Были некие заигрывания фронтиров с нами. В виде вот того, что вы сейчас видите. Один показывал треугольник, другой из то ли ММДемсов, то ли чего-то еще выстраивал также треугольник, типа намекая на стражей. Я не знаю, как это дело понимать, чего, собственно, от этого ждать, учитывая то, сколько сюжетных линий и различных интересных развитий сюжета мы потеряли. Но фронтиры в любой момент могут включить заднюю и реанимировать то, что было, собственно, у нас до этого. Про тот же самый второй клан Таргоидов одноименное видео, конечно же, есть на канале, и все видосы, о которых я говорил, будут в описании. Если что, есть даже плейлист лора сюжета или Dangerous на моем канале. Давайте начнем с самого крышесносного, потому что как-никак фронтиры нам прям явно, можно сказать, указывают на это дело. Стражи. Они могут восстать. Ну, точнее, не они, а их искусственный интеллект, потому что, ну, стражи у нас победили Таргоидов, насколько вы знаете. Но при всем при этом, стражи победил их собственный ИИ. Все постройки стражей работают. Дроны-защитники этих конструкций стражей тоже работают. Да даже космические маяки стражей тоже работают. Возможно, искусственный интеллект среагирует на присутствие Таргоидов, потому что они как-никак расширяются. Точнее, их владение необитаемых систем. Может быть, каким-то образом какой-то защитный протокол у них там сработает, и начнется уже не игра в одну калитку с Таргоидами, а игра с Таргоидами и Стражами, и это будет весело. Второй вариант тоже возможный, потому что информация в лоре этой игры присутствует про наличие второго таргоидского клана. И, возможно, сейчас он собирается где-то там в угольном мешке, и будет помощь нам от второго клана, чтобы мы бились против первого. Потому что они между собой враждуют. Повторюсь, подробно. Это все рассмотрено в отдельном видео. Оно будет, конечно же, в описании. Такой вариант возможен, но маловероятно, потому что фронтиры у нас, ну, не то чтобы ленивые. Ругать их, конечно, не хочется. Они сделали офигенную игру, которая, между прочим, вылетела даже у них на стриме. Ну и, конечно же, третий вариант, самый такой, скорее всего, ожидаемый, потому что фронтиры, ну, все-таки немножко ленивые, будем объективны. Это создание антикоррозийного отвода, который уже сделан, создание модуля, позволяющего избежать отталкивающей волны внутри Таргоидского вихря, что вместе позволит нам проникнуть внутрь, и какую-нибудь супер крутую торпеду, которую нам нужно будет туда запустить, потому что когда Таргоиды напали на нас, у нас произошел очень большой буст в плане выплат за ксенобиологию. На основе этого, скорее всего, будет сделано супероружие, типа из серии Микоид версии 2.0. Уже даже не приходится фантазировать и мечтать касательно наземных Таргоидов, потому что, скорее всего, этого вообще не будет. А сколько же всего интересного можно было ввести из того, что я перечислил? Да даже та же самая неопознанная реликвия. Ну реально, вообще ничего не происходит. Как и привезли, они молчком сидят и что-то там с ней делают. Обидно. Обидно то, что разработчики так относятся к своему проекту. И обидно то, что каких-либо значимых телодвижений, повествования и сюжета в этой игре нужно ждать чуть ли не год. 2021 год. Выход Одиссеи. 2022 год. Интерьеры флотоносцев. И, конечно же, 2023 K-Future Overhaul. Введение БГС с Таргоидами. Браво. Просто браво. Плюс 15-е обновление у нас будет выходить в конце апреля, а 16-е неизвестно когда, может в сентябре или вообще к Новому году. И фронтиры говорили то, что 15-е и 16-е обновление будет у нас связано с Таргоидскими вихрями. 15-е обновление. Скорее всего, у нас будет выход того самого волшебного модуля, который позволяет нам не вылетать от центра вихря после той волны. И 16-е, скорее всего, та самая торпеда. Как бы это было неутешительно, но, скорее всего, действительно все так у нас с вами и будет. И это грустно. Потому что такой великий проект с такими великими возможностями, и все у нас просто упирается в то, что разработчики занимаются другими вещами. Да даже те же самые гибридные корабли. Они у нас есть в игре. Они сделали гибридные корабли на основе технологий стражей и людей, и сделали пососные истребители. Нет бы корабль маленького, среднего и большого размера. Нет, пососные истребители, зато несколько штук. Только их никто нигде не использует. Но если фронтиры сделают по-другому,
Они меня очень сильно удивят. Но, скорее всего, я также буду к ним относиться после той ситуации, когда Фронтиры сказали то, что стрим будет в Open, сказали, где он будет и когда он будет. Мы туда прилетели, а Фронтиры не пошли в Open, потому что мы злостные ганкеры, которые хотели сорвать им стрим. Я ганкер. При этом стрим у них шел изнутри флотоносца. Вопрос, как их ганкать внутри флотоносца? Это было буквально недавно. Возможно, в скором времени будет видео из серии Disney Фронтиров. Пишите, что думаете касательно всей той информации, которую вы здесь услышали. Возможно, некоторые из этих вещей, да и скорее всего я говорил на стримах, но я все же решил все это скомпоновать в одно видео. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики. И все это прекрасное. В описании под видео будут ссылочки, конечно же, на плейлисты по элиточке и по самой элиточке, потому что есть некоторое разделение. По самой элитке уже свыше 1000 видео на канале, и да, мне не дали партнерку Фронтиры. И плейлисту в районе 25 штук, где у нас обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, новый плейлист лора-сюжет или Dangerous и против всех, где берется один корабль и делается на него, так сказать, элитный обзор с инженерами и тестируется не против NPC, а против игроков. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или завтра на стриме, если он будет. До встречи.